Друзья рыбаки, всем привет! Как вы помните, в конце прошлого сезона, когда мы делали видеообзор на нашу новую лодку, в том видео мы говорили, что планируем более активно заняться ловлей фидером с лодки. И понятно, что в лодочной рыбалке, помимо самой лодки, очень важным атрибутом являются якоря. Причем не просто якоря, а такие якоря, которые действительно будут надежно удерживать нашу лодку, особенно на сильном течении. Вы знаете, что мы чаще всего ловим на Днепре сейчас, и на Днепре течение бывает достаточно мощное. Ну и как вы понимаете, своих собственных якорей у нас не было, потому что раньше мы всегда лодку брали в аренду на различных базах, и соответственно вместе с лодкой в аренду брали и якоря. А теперь перед нами восстал очень важный вопрос – приобрести свои собственные якоря, чтобы ни от кого не зависеть. Ну, как бы логично, если есть своя лодка, значит должны быть и свои якоря. Нам надо 4 якоря, потому что вот одна лодка у нас уже есть. Ее нужно поставить на растяжку, то есть надо уже 2 якоря. И еще вот скоро мы будем приобретать еще одну лодку. И на нее также надо 2 якоря. То есть одна лодка для меня, одна лодка для напарника. Надо 4 якоря. Мы сразу начали ходить по разным магазинам, заходили в интернет-магазины. И действительно выбор якорей сейчас есть, причем довольно неплохой. Разные веса, разные модификации. Но нам не понравилось 2 момента. Якоря, которые стоят адекватных денег, они все идут небольших весов. Да, они неплохие, но с такими якорями можно выходить, например, на озеро какое-то или на небольшую речушку, но никак не на Днепро. А те якоря, которые нам по весу подходили, они стоят просто нереальных денег. То есть мы посчитали, нам, чтобы взять 4 якоря, это по цене получается как еще одна лодка. Ну, это как бы, для нас это реально дорого. Поэтому мы решили, что якоря нужно делать своими собственными руками. Долго думали, как и из чего их можно сделать. И тут мы вспомнили, что, по-моему, в позапрошлом году мы были на рыболовной базе. Мы там жили 3 дня рыбачили. И там у нас в лодке было 2 якоря. Якоря были эти сделаны из тормозных дисков от автомобиля. И мы подумали, это идеальный вариант. Во-первых, они компактные, они круглые, их удобно транспортировать, и они достаточно неплохо весят. Ну и плюс их достать не так-то сложно. Во-первых, можно зайти на тот же OLX, на барахолку в интернете, там можно купить их по дешевке, понятно, что бэушные. Или можно зайти на какое-то СТО, и там за бутылку у мастеров попросить, чтобы дали тоже бэушные вот эти вот диски. Нам повезло, мы нашли знакомых на одном СТО, и за бутылочку пива нам выдали 6 дисков. Сейчас я вам покажу 3 диска, потому что из 3 точно таких же дисков я уже сделал пробную партию якорей. Ну а эту партию буду показывать вам, как я ее буду делать. Значит, вот у нас лежит 3 диска, они все разные, и те якоря, которые я уже сделал, они тоже сделаны из точно таких же дисков. То есть каждого диска у нас было по 2. 2 таких диска, 2 таких диска, ну и 2 вот таких диска, соответственно. Мы долго думали, как можно из этих дисков что-то собрать, чтобы было 2 якоря и чтобы они нам оба подходили по весу. Я все эти диски взвесил перед тем, как что-то предпринимать. Этот диск получился 6 килограмм. Этот диск получился 5400. И этот диск получился, я тут подписал, чтобы не забыть, 4600. Вот такая вот ситуация. Что в итоге мы решили? Значит, понятно, что лодку мы ставим на растяжку, носом мы ее ставим против течения, ну и кормой, соответственно, она стоит по течению. Значит, нос у нас несет гораздо большую нагрузку. Носовая часть, то есть носовой якорь, он отвечает за то, чтобы лодку течение не сносило, а кормовой якорь отвечает только за то, чтобы лодку вот так вот, чтобы ее как бы зад вот так вот не разворачивало в разные стороны. Поэтому носовой якорь у нас должен быть тяжелее. Мы уже в одном из видео об этом говорили, когда показывали, как становиться на растяжку. А кормовой якорь может быть полегче. В итоге что мы сделали?
Вот этот диск, как я уже говорил, 6 килограмм имеет вес. Он у нас идет вот так вот в таком вот виде, самостоятельно. Он у нас пойдет на кормовой якорь, то есть на заднюю часть лодки. А вот эти диски 5400 и 4600, они в сумме дают 10 килограмм. Мы их вот так вот собираем. И у нас получается полноценный якорь на 10 килограмм. Понятно, что если бы эти диски были все одинаковые, было бы, наверное, как-то полегче и, возможно, покомпактней. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, и мы взяли то, что нам дали. Поэтому, исходя из этого, будем уже что-то делать именно с этими дисками. Получается, в итоге у нас два вот таких комплекта. Кормовой якорь 6 килограмм. Носовой якорь, который будет у нас основным, 10 килограмм. Этого вполне достаточно. Плюс здесь еще, я потом вам покажу, вы увидите, здесь еще будут добавляться металлические элементы. И они также дадут свой вес. То есть, в принципе, на каждый якорь можно еще накинуть по килограмму как минимум. Вот такая вот получается ситуация. Конечно, понятно, что если вы себе решите также сделать якоря из тормозных дисков, то, скорее всего, у вас эти диски будут другие, то есть другого размера, другого веса. Но я вам сейчас на тех дисках, которые есть у меня, покажу саму суть, саму идею, покажу, как эти якоря буду делать я, а вы уже свои диски сможете под эту идею, скажем так, подогнать. Значит, первое, что я уже сделал с нашими дисками, это их предварительно подготовил. Ну, процесс подготовки на самом деле очень простой, поэтому нет смысла его показывать на видео. Я просто расскажу, в чем же он заключался. Вначале я взял вот такую вот металлическую щетку для болгарки, и этой щеткой абсолютно все диски со всех сторон почистил от ржавчины. Напоминаю, эти диски у нас бэушные, и, как понимаете, ржавчины было очень и очень много. Теперь они все чистые, вот такие блестящие со всех сторон, и нет никакой ржавчины. Даже вот, смотрите, щетка уже почти стерлась, хотя она была новая, но тем не менее мне ее хватило, чтобы почистить все 6 наших дисков. Это хорошо. И второй, еще более важный этап подготовки, это я взял вот такой вот лепестковый круг тоже на болгарку, и этим кругом на всех дисках закруглил абсолютно все острые углы. Это очень важный момент, про него обязательно не забывайте, если будете делать такие же якоря, потому что данные якоря мы будем использовать с надувной лодкой, и, как понимаете, в надувной лодке не должно быть ничего такого, что может ее повредить. Поэтому вот эти все острые края, а на дисках они реально острые, обязательно закругляем, делаем, чтобы они были гладенькие и максимально закругленные. Вот и все, вот такой был простой этап подготовки. Ну и теперь начинаем делать наши якоря. Так, как я уже говорил, с этого диска мы будем делать кормовой якорь. Он у нас так и останется одинарным. А вот эти диски мы соединим между собой, и у нас получится более тяжелый якорь, который будет носовым. Начнем с более сложного. Этот диск мы пока отложим в сторону, но к нему вернемся немножко попозже. А сейчас будем эти диски между собой соединять. Вначале я думал их вот так вот поставить и обварить по кругу. Но потом решил их между собой не сваривать, потом покажу почему. В итоге я эти диски решил соединить с помощью болтов. Я взял вот такие вот болты М12, длина этих болтов 60 мм. Ну, скорее всего, у вас будут диски другие, и болты тоже будут другие. Ну, или более длиннее, или более короче. Поэтому сейчас нам необходимо наметить и просверлить отверстие в нижнем диске, а на верхнем диске мы будем использовать отверстия, которые здесь уже были изначально. Вот таким вот образом нам их будет соединить довольно сложно, ну, в плане наметить, потому что нижний диск находится на определенном расстоянии от вот этого вот верха, и наметить будет как бы, ну, не совсем удобно, не совсем точно. Поэтому я возьму вот так вот этот диск, переверну, положу
на нижний диск и вот таким вот образом отсюда понамечаю отверстие. Значит, выставляем наши диски ровно относительно друг друга, потому что по диаметру они отличаются, поэтому надо их выставить ровно. Лучше всего ориентироваться по вот этому вот центру. Причем нужно их выставить таким образом, чтобы наши новые отверстия были как можно подальше от вот этих вот родных отверстий. Так, ну, получается вот таким вот образом. Как видите, у нас одно отверстие наполовину совпадает, то есть отверстие попадает на отверстие. Но это не страшно, здесь у нас болта не будет, это отверстие у нас будет использоваться под петельку, к которой будет крепиться веревка. Ну, в дальнейшем вы это увидите. Поэтому то, что здесь отверстия друг на друге, и причем оно совпадает всего наполовину, это не страшно. Вот так вот выставили. Теперь берем маркер или карандаш и намечаем. Так, наметили. И вот у нас здесь будут отверстия. Раз, два, три, четыре. Ну, как я говорил, на 4 болта. Теперь мы центра этих отверстий должны накернить, чтобы просверлить максимально точно. Все, теперь у нас есть центра наших будущих отверстий. И начинаем сверлить. Вначале сверлим сверлом потоньше. У меня это 5. А потом будем уже сверлить толстым сверлом 12 под наши болты. Теперь сверлим 12. Так, все, 12 просверлили. Теперь снимем фасочку по кругу, чтобы убрать эти острые края. Отлично. Сейчас я уберу эту стружку со стола, чтобы она нам не мешала. И попробуем соединить, проверим, совпали ли у нас все отверстия. Значит, я вам забыл дать еще один совет. Когда вы выставили ровно диски, возьмите маркер или карандаш и поставьте метки на обоих дисках. Чтобы потом, когда вы просверлили отверстие, вот так вот 100 раз не крутили и могли быстро попасть болтами в свои отверстия. Я вот поставил здесь метку. Вот она. И поставил вот метку на этом диске. И просто ставим, чтобы метки совпали. Вот они, верхняя и там нижняя. И мы теперь знаем, что именно в таком положении мы намечали наши отверстия и, в принципе, их в таком положении сверлили. Как бы мелочь, но работу упрощает. Теперь ставим болты. Проверяем, все ли у нас тут совпало. Ну вот, как видите, все болты совпали. Вот они торчат с обратной стороны. Как раз есть место, сюда еще будут ставиться гроверы, чтобы болты произвольно не раскрутились. И будут ставиться еще шайбы. Поэтому, ну точнее, гроверы я поставлю с обеих сторон, шайбы только сверху, потому что снизу болты получаются сильно близко к стенке и шайбы туда не поместятся. Но они там, в принципе, и особо не нужны. Вот так. Это будет выглядеть именно так. А вот в это отверстие, которое я говорил, что нам не понадобится, мы потом прикрутим вот такую вот петелечку под веревку. Вот так вот это будет выглядеть. Ну, сейчас нет смысла это все дело закручивать, потому что нам надо идти дальше. Главное, что болты подходят. И это хорошо. Теперь
у нас следующий этап. Поскольку этот диск у нас круглый, да, в принципе, вообще все диски эти круглые, ихнюю форму можно полезно использовать. С этого диска можно также еще сделать мотовило под веревку, чтобы у вас не было так, что вы несете диск, а в отдельном каком-то пакете у вас веревка. Также можно забыть веревку, приехать на рыбалку, веревку забыть. Ну, диск-то он тяжелый, вы его вряд ли забудете, а веревка такая вещь, что если лежит отдельно, можно забыть. Поэтому делаем так, чтобы на этот диск можно было еще намотать всю нашу веревку. Показываю, как мы это будем делать. Значит, я уже сделал такие вот заготовки. Опять же, чтобы не затягивать видео, чтобы не тратить время, просто расскажу, из чего и как я их сделал. Я купил 2 метра, ну 2 метра, это имеется в виду на все наши якоря. Купил 2 метра стальной полосы, ширина полосы 30 миллиметров и толщина полосы 4 миллиметра. То есть полоса достаточно мощная, 4 миллиметра это толщина хорошая, тем более для стали. Я с этой полосы нарезал кусочки по 10 сантиметров и одну сторону просто закруглил. Вот так вот взял шайбу, приложил, обрисовал и болгаркой вот так вот под линию все это снял. Тоже делаем, как я уже ранее говорил, чтобы не было никаких острых углов. Максимально все это закругляем. Закругляем со всех сторон, со всех вот тут вот, ну, по бокам везде, чтобы никаких не было заусенец. Вот таких вот 3 заготовки нам нужно на один такой диск. Как это все будет выглядеть? Мы берем эти заготовочки и выставляем их вот таким вот образом. Ну, что-то наподобие знака Mercedes. Вот так ровно их выставляем. И нам нужно будет их приварить к нашему диску. Длина этих заготовок должна быть такой. Ну, диски у вас, опять же, повторюсь, могут быть другие, другого диаметра. Длина этих лапок должна быть такой, чтобы они не выпирали за край диска. Я уже делал пробную партию якорей, уже знаю заранее, что для того, чтобы вот так вот ровно их выставить красиво, нам придется одну полосу, одну вот эту лапку ложить прямо на отверстие и вот так вот приваривать. Иначе оно, ну, будет как бы несимметрично все. Но это не страшно, мы когда приварим, просто через это отверстие сможем с обратной стороны просверлить через вот эту лапку. И все, у нас будет, опять будет это же отверстие. Поэтому вот так выставляем и все это дело привариваем. Я не буду показывать процесс сварки, потому что у меня нет специального фильтра и боюсь, чтобы на камере не сгорела матрица. Ну, понятно, что она не сгорит за один раз, но все равно не хочу рисковать. Поэтому сейчас приварю и покажу, что у нас в итоге получится. Так, ну что ж, лапки я приварил. Вот так это все получилось. Получилось очень даже хорошо. Конечно, насколько я знаю, эти диски сделаны из какого-то чугунного сплава. И скажу вам, что варится он не очень хорошо. Но если постараться, все получается. Держится все замечательно. Хоть и варится сложно, но, как видите, держится все надежно. Ну, как сложно? В принципе, не сложно. Просто нужно приловчиться. Ничего сложного на самом деле здесь нет. Так, продолжаем. Как вы помните, здесь у нас я одно отверстие перекрывал лапкой. Вот это вот. Его нужно просверлить насквозь. Давайте сразу это сделаем, чтобы потом к этому уже не возвращаться. Здесь можно ничего не намечать. У нас есть ориентир, это вот это отверстие. Все, вот у нас получилось отверстие, которое мы перекрыли. Но при этом зато лапки все нормально, красиво, ровно стоят.
Еще один момент очень такой, в принципе, важный. Если будет такая ситуация, как здесь у меня, что отверстие находится близко к лапкам, то старайтесь здесь не варить возле отверстий. Вот здесь вот. Оставляйте здесь, чтобы не было сварки. Варите лучше вот так вот по бокам. Здесь побольше наваривайте, но не варите напротив отверстий. Потому что если вы здесь наварите, то у вас плохо сюда станет болт. И что еще хуже, он не будет здесь проворачиваться. И также, когда лапки будете расставлять перед сваркой, то тоже расставляйте их так, чтобы они не были сильно близко к этим отверстиям. Они по-любому у вас будут так же близко, как у меня, но просто не забывайте об этой ситуации. Потому что если мы сильно близко подвинем лапки к отверстию, опять же болт у нас здесь не станет, и мы не сможем его крутить. Придется крутить как-то там снизу гайку, но проще крутить болт, чем гайку. Гайку лучше всего придерживать, а крутить сам болт. Вот так вот. Поэтому такой момент не забывайте. Ну, идем дальше. Значит, давайте сначала я эти диски немного прихвачу болтами и покажу, что мы будем делать дальше. Все, вот так немного прихватили, просто вручную, чтобы оно просто держалось у нас. Что мы делаем теперь? Значит, смотрите, диски получаются у нас с обратной стороны. Это та часть, которая у нас будет лежать в итоге на дне. Они сильно такие, ну скажем, полированные, очень гладкие. И мы подумали, что было бы неплохо сюда добавить какие-то шипы. Думали, какие же сделать шипы. Я изначально думал, может здесь просверлить отверстие вот так по кругу и накрутить какие-то там, заточить болты и вкрутить какие-то болты. Но, опять же, возвращаемся к тому, что у нас эти якоря будут использоваться на надувной лодке, и никаких острых шипов категорически сюда ставить нельзя. Поэтому что мы придумали? Мы взяли вот такую вот цепь с довольно крупными звеньями. Толщина прута, из которого сделана цепь, у нас 8 миллиметров, то есть довольно толстая. И длина самого звена, ну, почти 5 сантиметров. Что мы делаем? Мы берем, разрезаем цепь, и у нас получаются такие, как полукруглая типа дуга. Она идеально полированная, то есть она никак ничего не повредит, никогда в жизни не проколет лодку, потому что все очень гладкое, все полированное, нет никаких острых краев. Вот. И эту цепь мы разрезаем и привариваем. Я вот на тренировочных якорях, которые делал первый раз, я попробовал. Получилось все просто замечательно. Тем не менее, эти полузвенья у нас будут хорошо вгрузаться в дно. И якоря будут держаться намного лучше, их не будет сносить. Потому что все-таки полированная поверхность — это и в Африке полированная поверхность. Поэтому сейчас мы будем здесь наваривать звенья. Сюда оптимально поставить 6 таких шипов. Изначально думали 4, но потом решили, лучше поставим 6, тем более здесь есть место для этого. Значит, изначально я думал здесь на вот этот диск их приварить. Но если мы их приварим сюда, то, во-первых, у нас увеличится толщина, ну, высота этого якоря. Нам это как бы не надо. И во-вторых, за счет того, что этот диск у нас маленький, у нас будет, ну, эта конструкция, когда будет стоять на дне, она будет менее устойчива. Поэтому мы решили поставить шипы на вот этот вот больший круг. Единственное, что шипы, звенья мы будем разрезать не пополам здесь, а убирать чисто вот
вот этот вот, прям возле изгиба. Убираем возле изгиба, чтобы, когда мы поставим звено, чтобы оно у нас было выше, чтобы его верхушка была выше, чем вот этот вот верхний диск. Вот так. На том диске, который у нас будет одинарный, там мы будем резать просто звенья пополам. И этой высоты будет достаточно. Здесь, как я уже показал, здесь нам надо, чтобы звено торчало выше, ну, было выше, чем вот этот вот маленький диск. Если мы разрежем его пополам, то, соответственно, он, ну, будет вот такой высоты будет. И, по сути, эти шипы ничего нам давать не будут. Поэтому делаем вот так. Обрезаем чисто вот это место возле изгиба. И это будет уже готовый шип. Поэтому сейчас идем к болгарке и нарезаем себе 6 таких звеньев. После того, как мы нарезали все 6 звеньев, нам теперь нужно их симметрично выставить и приварить. Они будут у нас в итоге стоять примерно вот так. Вот будет что-то типа такого. Только они не будут здесь касаться этого диска, а я их немножко выдвину как бы вот сюда, чтобы они этого диска не касались. Потом тоже поймете почему, я потом расскажу. Вот, для того, чтобы во время сварки нам не мучиться и там не целиться, не выставлять их симметрично, я придумал такой небольшой лайфхак. Беру просто гайки, ну или какие-то шайбы, и выставляю вначале эти гайки. Выставляю их так, как у нас в итоге будут стоять шипы. То есть примерно, чтобы они были симметричны, то есть чтобы между ними было примерно одинаковое расстояние. Вот. Где-то вот так. И теперь, когда у нас все гайки выставлены ровно так, как мы хотим, чтобы стояли шипы, мы берем маркер и просто намечаем центра этих гаек. Теперь мы эти гайки убираем. И у нас на этом диске, куда мы будем варить наши шипы, уже есть ориентиры. То есть мы берем нашу цепь, ставим, например, вот на вот эту метку и привариваем. И так далее. То есть у нас уже все размечено симметрично, так как мы хотим. Вот и все. Поэтому я пошел варить. Ну и потом покажу, что у нас получилось, и продолжим. Вот я уже приварил все наши грунтозацепы. Вот так это получилось. Держатся они достаточно хорошо. Как видите, все очень крепко и надежно. Ну и теперь к этому диску мы можем крепить петлю, за которую в дальнейшем будет фиксироваться веревка. Это вот такая вот покупная петля, на конце которой находится резьба М12. Значит, эту петлю мы будем вставлять в то отверстие, через которое не будет проходить болт. Как вы помните, здесь у нас было 5 отверстий, и мы просверлили в этом вот диске только 4 отверстия. То есть у нас будет только 4 болта, и одно отверстие у нас оставалось свободное. Вот оно у меня здесь, я его пометил. Вот так вот у нас будет фиксироваться петля. Значит, петлю мы будем крепить с обратной стороны с помощью гайки. Сюда еще накинем шайбу и гровер. И это все закрутим.
Значит, изначально я думал просто вот так вот прикрутить хорошо, и на этом все. Но потом решил на всякий случай это все дело немножко прихватить сваркой. Потому что, ну, мало ли что, всегда у нас якорь будет активно эксплуатироваться, всегда будет как бы там натягиваться эта веревка, и со временем, возможно, эта петля открутится, и мы этого даже не заметим. Конечно, может она и не открутится, но лучше перестраховаться. Тем более в дальнейшем снимать я ее больше не планирую. Поэтому сейчас я вот так вот ее выставил. Гайку максимально затяну ключом. Вот так. И теперь вот здесь просто прихвачу сваркой. Болт прихвачу гайки. И таким образом никогда в жизни эта петля у нас не открутится произвольно. Поэтому сейчас прихватываем сваркой и продолжаем. Все, когда петлю для веревки мы надежно зафиксировали, можно сказать, что этот якорь практически готов. Осталось только эти два диска хорошо прокрасить со всех сторон и скрутить между собой. Красить будем для того, чтобы в дальнейшем максимально уменьшить процесс коррозии. Все-таки это якоря, и они постоянно будут контактировать с водой. Еще такой момент. Помните, в начале я говорил, что я решил эти диски между собой не сваривать, а скручивать. И также решил вот эти вот шипы варить не на вот этот вот нижний диск, а приварил их по краю вот этого вот большого диска. Теперь рассказываю, почему я это сделал. Вот смотрите, у нас это все будет в итоге выглядеть вот таким вот образом. Этот диск будет стоять здесь, и тут будет фиксироваться на 4 болта. И вот теперь такая ситуация. Ну, например, мы едем на озеро или на какую-то небольшую реку, где нам не нужен сильно тяжелый якорь. Зачем с собой тарабанить лишний вес? Что мы делаем? Мы берем дома, откручиваем 4 болта. И вот этот вот нижний диск просто достаем и оставляем его дома. У нас получаются все рабочие элементы, то есть шипы, петля под веревку и, соответственно, вот эти лапки также под веревку, которые выполняют роль мотовила, они все остаются на этом верхнем диске. То есть, по сути, у нас вот этот вот диск, он несет функцию съемного дополнительного груза. Это очень классная фишка, которой надо воспользоваться. Вот поэтому я сделал именно таким образом. Ну что ж, этот якорь мы в принципе можем откладывать в сторону. Он ждет у нас процесса покраски. Красить мы будем уже сразу все вместе. И сейчас приступим к изготовлению следующего якоря. Ну там все гораздо проще. Я думаю, его мы сделаем побыстрее. Значит, кормовой якорь, который мы будем изготавливать из вот этого диска, делается по тому же принципу, как и носовой якорь, только здесь будет пару небольших отличий, о которых я сейчас сразу расскажу. Значит, первое отличие, о котором я ранее упоминал, заключается в том, что этот якорь будет состоять из одного диска, потому что веса этого диска нам вполне хватает для удержания кормы лодки. Второе отличие будет заключаться вот в этих лапках, которые выполняют функцию мотовила для наматывания веревки. В чем же эта разница? Ну, во-первых, мы видим, что на вот этом вот диске вот этот вот выступ достаточно широкий. Можем даже померить. Он получается 45 миллиметров. На этом диске этот выступ почти 20 миллиметров. Что мы делали здесь? Как вы помните, здесь у нас лапки были изготовлены из прямой ровной полосы, но при этом у нас здесь получается достаточно высоты для того, чтобы намотать 20 метров веревки. Именно столько веревки мы используем на своих лодочных рыбалках. Если мы на этом диске сделаем тоже вот такую вот прямую ровную лапку, то, как видите, вот это вот расстояние
получается очень маленькое. То есть от диска до лапки. Оно настолько маленькое, что сюда не то что 20 метров, сюда даже 5 метров веревки никак не влезет. Поэтому прямая лапка сюда никак не подходит. Что мы решили сделать? Мы взяли такую же полосу, из которой делали вот эти лапки, шириной 30, толщиной 4 мм. И выгнули вот такие вот заготовки. То есть просто взяли кусочек прямой полосы и сделали два изгиба примерно под 45 градусов. И получилась вот такая вот лапка. Край этой лапки, который будет торчать наружу, ну как вот здесь, мы хорошо закруглили. И это вот таким образом будет сюда привариваться. В итоге получилось, что у нас теперь от диска до лапки достаточно большое расстояние. И сюда спокойно влезет 20 метров веревки. Я старался делать так, чтобы высота была как у этого диска. Вот смотрите. Ставим их ровно, и примерно у нас от диска до лапки одинаковое расстояние. Вот так. Здесь эту заготовку делать достаточно просто. Я здесь лапки отрезал по 10 сантиметров, вот эту вот полосу. Здесь я отрезал по 11 сантиметров полосочки и затем делал два изгиба. Единственное, что у меня нет мощных хороших тисков, я никак не мог согнуть, потому что 4 мм стали это достаточно много. Поэтому что я придумал? Я взял, наметил, здесь наметил и здесь наметил. Сделал до половины вот тут надрез болгаркой и вот тут сделал до половины надрез болгаркой. Потом это все спокойно согнул в маленьких тисках. И когда оно приняло правильную форму, такую как мне надо, я просто эти надрезы заварил сваркой. И все, теперь это мощная монолитная деталь. Я их сделал сразу 3 штуки. Вот. И они будут у нас вот так становиться на этот диск. Ну вот так. Потом это все выставим и приварим. Так, с лапками понятно. Теперь еще одно отличие, о котором тоже я уже упоминал ранее, заключается в шипах. Здесь, как вы помните, мы цепь разрезали, то есть делали звено максимально длинное, потому что сюда еще будет у нас ложиться маленький диск, и шипы должны с этого диска торчать, чтобы они несли хоть какую-то функцию. Здесь, поскольку у нас диск будет одинарный, здесь стоять ничего уже не будет, тут нам шипы настолько длинные не нужны, поэтому мы возьмем эту же цепь и будем резать ее ровно пополам. Вот так, здесь идет такой шов, который спаянный. И вот по этому шву мы будем ее разрезать. То есть у нас получается с одного звена будет получаться 2 шипа. Вот и все. Все остальное то же самое. Ну, еще, конечно, отличие в том, что здесь не будет никаких болтов, здесь ничего сверлить не нужно. Диск у нас, напоминаю, одинарный. Поэтому сейчас мы нарезаем наши грунтозацепы, привариваем лапки, привариваем шипы. И тогда я уже вернусь, покажу, что мы будем делать дальше. А пока иду варить. В общем, все наши сварочные работы завершены. Для вас, конечно, это все получилось достаточно быстро с помощью видеомонтажа. Я же этот диск варил примерно около 40 минут. Ну, думаю, неплохо, если учесть, что я не профессиональный сварщик, варю буквально несколько раз в год, то вроде бы неплохо. Значит, получилась вот такая вот у нас ситуация. Все элементы находятся на своих местах. Вот такие вот лапки под веревку. Довольно неплохое будет мотовильце. Также вот я уже прикрутил петельку для крепления веревки. И как в прошлом якоре, эту петлю с обратной стороны
прикрутил гайкой и прихватил сваркой, на всякий случай, чтобы она не открутилась. Ну и вот здесь, вот как видите, по кругу наварил грунтозацепы из половинок звеньев от цепи. И теперь можно сказать, что наши якоря полностью готовы. Осталось только их покрасить. Значит, краску мы выбрали вот такую вот ярко-ярко-оранжевую. Цвет мы такой выбрали не просто потому, что он красивый. Задумка была такая: если, например, мы приплываем на лодке на берег, достаем лодку, достаем якоря где-то бросаем, допустим, в траву, там, в сторону сушить, пока будем собирать лодку в это время, чтобы они всегда бросались на глаза и мы их не забыли. То есть так больше шансов, что мы всегда будем их видеть и, скорее всего, не забудем. Также вторая причина, почему мы выбрали такой яркий цвет: когда мы достаем якоря с глубины и якоря уже начинают приближаться к нам, там буквально где-то метр получается от поверхности, чтобы мы их заранее замечали, потому что бывало, что мы вот ловили в металлических этих язиках, и там такие у нас были якоря из бетонных таких блоков залитые. И ты, когда достаешь этот якорь, набираешь сильный разгон, потом так бах, думаешь, что там уже пробоина в лодке. Потому что их как бы не видно, они появляются буквально вот уже когда ударяются в лодку. Вот. Если будут якоря такие яркие, то мы будем заранее их видеть, и можно будет вовремя как бы притормозить и уже достать более аккуратно. Вот такая вот ситуация. Поэтому отправляемся на покраску, и потом я покажу, что будет дальше. Когда мы полностью все покрасили и краска хорошо высохла, этот якорь у нас уже полностью готов. Вот такой вид он имеет с обратной стороны. Ну, а вот этот якорь осталось просто собрать. Поэтому берем вначале, ровно их выставляем. Здесь я вот поставил метку напротив того отверстия, где не будет болта. И напротив этой метки у нас должна быть петля под веревку. Теперь берем 4 болта и вставляем в отверстие. Для большей надежности, чтобы болты произвольно не раскручивались, я на них одеваю гроверы. Причем гровер одеваю под шляпку, и также гровер буду одевать под гайку. Все болты мы вставили, теперь переворачиваем. Одеваем на болты гроверы и фиксируем это все гайками. Все, готово. Наши якоря готовы на 100%. Ну и давайте теперь для полноты картины прикрепим сюда и намотаем веревки. Значит, веревки у нас вот такие вот капроновые, диаметром 6 мм, в длине 20 метров. Нам 20 метров всегда хватает, мы уже неоднократно на рыбалках говорили, что веревки у нас по 20 метров. Значит, на конец веревки мы привязали карабин. У нас на всех веревках есть такие карабины уже. Теперь просто накидываем карабин на петлю. Вот. Карабин закручиваем. И наматываем веревку на наше мотовило.
И вот что у нас получается. Ну, сейчас на второй якорь мы веревку тоже намотаем. Как раз на это наша мотовила влезла 20 метров веревки. Даже можно еще немного больше сюда намотать. Что хочу сказать. Вот у нас остается свободный конец. В дальнейшем мы хотим сюда придумать какой-нибудь небольшой поплавок. Для того, чтобы если у нас случайно сойдет веревка в воду, ну, например, там упадет, мы не заметим этого, чтобы веревка у нас не утонула, чтобы мы могли взять этот поплавок, достать с воды и, соответственно, спасти наш якорь. Думаем найти какие-то такие поплавочки, чтобы они были как бы и не сильно большие, потому что можно, в принципе, и бутылку привязать, но бутылка будет слишком громоздкая, поэтому надо поискать какие-то такие поплавочки из твердого пенопласта. Вот так вот. Ну и теперь намотаем сюда тоже веревочку. Кстати, если у кого-то есть идеи, что можно на этот конец привязать в качестве поплавка, пишите в комментариях, потому что мы пока еще сами не определились, что это будет. Все, и сюда поместилось тоже 20 метров веревки. Вот такие вот у нас получились замечательные якоря. Как видите, они довольно компактные, совсем не громоздкие. Веревка уже идет в комплекте, сразу же вот взяли и пошли на рыбалку. Также мы сюда еще планируем пошить чехлы из брезента, для того, чтобы в момент транспортировки якоря друг от друга не стучали, и также, чтобы их было удобнее переносить. Всем, у кого есть возможность изготовить такие якоря, я обязательно рекомендую это сделать, потому что они получаются достаточно эффективные, очень удобные, и их изготовить совсем несложно и недорого. Поэтому всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, всем пока, до новых встреч!